Судите честно, уважайте нас. Поражение фигуристки Плющенко снова обернулось скандалом. Мама Софьи Титовой раскритиковала судей после поражения дочери от подопечной Тутберидзе. А ведь девочка упустила победу по своей вине. Этот сезон принес Академии Плющенко массу огорчений. Косторная не попала на чемпионат мира и со скандалом вернулась к Тутберидзе. Трусова провалилась на гран-при, упростила контент из-за травмы. Жилина находится в полностью разобранном состоянии. Лучиком света для ангелов была Софья Титова. 12-летняя фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко без серьезных достижений и перспектив, но смогла освоить тройной аксель, вовсю учит четверные и выигрывала все турниры, в которых принимала участие. Впрочем, провести весь сезон без поражений Софье все-таки не удалось, а проигрыш Титовой ученицы Тутберидзе обернулся новым судейским скандалом. Мама девочки возмущена решениями арбитров и оскорбляет тех, кто с ней не согласен. Фигуристы Плющенко вообще умеют ли проигрывать достойно? На волне популярности фигурного катания даже детские турниры с участием подопечных Тутберидзе и Плющенко вызывают большой интерес у болельщиков. И пусть трибуны на мемориале Станислава Жука в Саранске зияли пустотами, в интернете за трансляцией следили тысячи зрителей. Турнир, имеющий статус первенства России для фигуристов младшего возраста, собрал восходящих звезд нашего фигурного катания. В отличие от привычного формата спортсмены выступали в 3 видах программы. К короткой и произвольной добавились элементы, исполнение прыжков, дорожки и вращения без музыки и без оценки за компоненты. В соревнованиях мальчиков старшей группы Николай Колесников из Хрустального сорвал оба четверных прыжка в произвольной программе, но запаса, добытого в первых 2 видах, ему хватило для уверенной победы. Талантливый одиночник пытается доказать, что Этери Георгиевна умеет добиваться успеха не только с девочками. Правда, у его предшественников при переходе во взрослые неизменно возникали проблемы. Будем надеяться, что Колесникову удастся сохранить самобытный и завораживающий стиль катания на долгие годы. Самая сильная интрига была в состязаниях девочек старшей группы. 12-летняя Софья Титова перешла к Плющенко от Тутберидзе еще в сезоне 2018-2019, и именно под его руководством добилась статуса одной из самых перспективных фигуристок России в своем возрасте. В этом сезоне Титова выиграла все 3 турнира, где участвовала, включая январское первенство Москвы. В начале февраля Титова выучила тройной аксель, за что получила от Плющенко смартфон последней модели. В Саранск самая успешная представительница Академии Ангелы Плющенко ехала за очередной победой, но стала лишь 2-й. В короткой программе Софья допустила помарку на двойном акселе и совсем чуть-чуть уступила двоеглазовой. В элементах здорово проявила себя другая ученица Тутберидзе, Дарья Садкова. Все решалось в произвольной программе, где Двоеглазова прекрасно исполнила приятную и подходящую возрасту программу «Жизель», но упала с четверного тулупа и дала шанс соперницам. Титова даже без элементов ультра-си могла опередить Алису и взять очередной титул, но оказалась позади из-за обидной и редкой ошибки. Каскад тройной лупс, Ойлер, тройной Сальхов был запланирован у Сони на самое начало 2-й половины и должен был принести ей бонусную надбавку. Но девочка поторопилась и сделала каскад в 1-й половине. Из-за досадной неточности Титова потеряла 1,24 балла, а проигрыш Двоеглазовой составил всего 0,87 балла. Получается, от победы ученицу Плющенко отделило всего несколько секунд. Конечно, упускать победу на одном из важнейших турниров сезона из-за нелепого промаха очень обидно и неприятно, но никакой катастрофы для Титовой не произошло. Девочка прочувствовала, что у нее есть сильные конкурентки, и получила мотивацию для дальнейшей работы, а тренеры должны извлечь урок и уделять больше внимания мелочам, связанным с правилами. Однако мы уже привыкли, что практически ни одно поражение учеников Плющенко не обходится без оправданий от него или его команды. В неудачах виноваты то судьи, то травмы, то еще что-нибудь.
Вот и на этот раз ответственность за поражение Титовой от Двоеглазовой была возложена на судей. Причем с заявлением выступил не Плющенко, а мама самой фигуристки, которая ведет ее аккаунт в Инстаграме. Справедливость – это не про мой любимый вид спорта. Но это закаляет меня и делает сильнее, благодарю всех за поддержку и добрые слова и желаю фигурному катанию оставаться чистым видом спорта. Когда-то моему тренеру тоже не присудили победу на Олимпийских играх в Ванкувере 2010. Но он стал сильнее и доказал себе, все возможно. А протокол, в котором забыли дать надбавку за каскад тройной Лутц, Ойлер, тройной Сальхов, пусть останется на совести судей. Спасибо, работаем дальше, говорится в сообщении на странице Софьи Титовой. Плющенко должен научить своих фигуристов проигрывать достойно. Многие пользователи интернета восприняли заявление на странице Титовой как нежелание спортсменки принять поражение и неумение проигрывать достойно. Мама фигуристки отреагировала на критику резко и даже грубо. После поражения дочери от подопечной Тутберидзе, женщина устроила скандал в Инстаграме. Она сообщила, что аккаунт Софьи ведут родители, и что команда фигуристки спорит не с победой Двоеглазовой, а с судейством в одну калитку. Также она призвала судей одинаково относиться ко всем участникам. Судьи, судите честно. Мы вас уважаем. Уважайте и нас. К сожалению, таким поведением тот, кто ведет аккаунт юной фигуристки, служит ей недобрую службу. Жалко, что противостояние школ и поиск причины собственных неудач во внешних факторах проник уже и в детские соревнования. Остается надеяться, что Плющенко, в карьере которого было несколько обидных поражений, все-таки научит своих подопечных проигрывать достойно. Пока, кажется, они этого вообще не умеют.